Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп с 15 по 21 сентября. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать эту интересную, яркую и эмоциональную неделю. Мы с вами завершаем коридор затмений. И по факту, по итогу этой недели мы поймем, чего же мы на самом деле хотим. Спойлер. Следом после недельного гороскопа выйдут осенние, и называться они будут «Новый уровень», поэтому сами понимаете, какой уровень вы хотите достичь, куда вы идете, куда вы стремитесь, потому что по интенсивности аспектов вот такая композиция мероприятий у нас повторится в феврале 2026 года. Но там у нас уже будет финал и осознание либо же упущенных возможностей, либо же ощущение, что мы настолько классные, что мы справились со своими эмоциями. Потому что нас от животных отделяют эмоции и то, как мы на это реагируем. И, конечно же, только наши эмоции, страхи не позволят, нам точнее мы не позволим сами себе подняться на тот уровень, который мы хотим, потому что эту осень открывает как раз-таки эта неделя и какой мы тон себе зададим. Да, ребят, это гороскоп подходит для всех знаков зодиака, неважно какой вы декады, неважно смотрите ли вы по Солнцу, по асценденту, по Луне. Я рассказываю общую эмоциональную картину из конфигурации планет на небе сейчас. Поэтому как вписать сюда свой график, какое будет настроение у нас, я сейчас расскажу. И да, можно сказать, что у нас вот сейчас выходные 13-14, они такие простые, вообще ни разу не простые, кто смотрел прошлый гороскоп, и это состояние продлится у нас еще и 15 сентября, тоже напряженный день, когда нужно максимально научиться выдерживать вот эту стойкость между эмоциями, между стабильностью, состояние выбора, когда мы выбираем, это работа, это мы хотим эмоционально это пережить, либо же мы хотим приземленно это пережить, то есть свои эмоции, из них что-то сделать, то есть не просто фонтанировать ими, да, а здесь как раз-таки в продуктивность, в движение, в продвижение. Хорошее для этого на самом деле время у нас включается, уже не побоюсь этого, знаете, такого мощного слова, у нас Венера включается в аспекте с Ураном в квадратуре, и всю неделю будут идти вместе наши такие желания как-то креативно проявиться, что-то, нечто такое выдать, чтобы нас оценили, как-то проявить себя. Будьте аккуратны, потому что до а, до 20 сентября Венера будет во Льве. Здесь, конечно же, публично, здесь как-то себя заявить, куда-то на мероприятие сходить, но будьте аккуратны с рекламой, не переборщите, эффект может быть вау. Если вы в любовных отношениях хотите на этой неделе что-то новое привнести, прекрасное для этого время. Если же в работе, то да, но более приземленное время с 20 сентября все-таки Венера переходит уже в приземленную деву, когда все наши истории с Венерой будут иметь более рациональный подтекст, более приземленный, мы будем более материальны. Можно сказать, искать свою выгоду. Кто сказал, что Венера во Льве не ищет свою выгоду? Просто там выгоды другие, да? Каждый знак, у каждого знака зодиака есть абсолютно свои выгоды, и здесь нет хороших и плохих, здесь есть только та история, куда мы по жизни идем. Вот такая вещь. Если мы идем гармонично со своей внутренней историей, что нам интересно, тогда мы открываем нужные нам двери. Я здесь про это, ребята. И да, всю неделю точно так же у нас Солнце в соединении с Меркурием в оппозиции с Сатурном и Нептуном. Эта история никуда от нас не уходит, и мы заканчиваем наш
коридор затмений, который у нас будет 21-22 сентября. Сейчас спросите, почему, ребят, все зависит от того, в какой части планеты вы проживаете, потому что в Сан-Франциско это 11 утра 21 сентября, в Нью-Йорке это 15:30, в Лондоне это 20 часов, там 20:14, да, в Москве это вечер 22:40, а в Сибири и Владивостоке это уже 4 утра, 4:20. Поэтому вот такая история, если вы слышите моего кота, он сегодня со мной здесь записывает это видео, невозможно было выгнать. Да, вот такая история. Солнечное затмение у нас закрывает этот коридор затмений, солнечное затмение или новолуние в Деве. Поэтому нам бы, конечно же, по факту хорошо закончить эту неделю, или кто-то ее будет начинать, да, то есть Сибирь и Владивосток, уже это будет фактически новая неделя, да, понедельник, 22 число. Здесь просто таки нужно понимать, на каких эмоциях мы пришли. Если мы в итоге понимаем, что все наши действия, да, сейчас немного про коридор затмений, потом про каждый день недели. То есть если все наши эмоции мы все-таки приземлили и конвертировали в рациональные действия, да, то эта история будет очень хорошей. Если мы шли опять же, к рациональному, да, к стабильной работе, к тому самому построению фундамента в нашей жизни, потому что Солнце в оппозиции с Сатурном, если фундамента нет, базы, то будет разваливаться вот все такое нестабильное, да. Будет зависеть от нашего терпения, выдержки, что мы готовы принести в жертву, можно так сказать. Это, как правило, наши силы, да, наш подход. Не все любят это делать, потому что сейчас такое инфантильное время наступает, когда хочется все быстро, легко, как-то вот чтобы вот оно все само. Не та неделя, ребята, не та неделя в году, когда вот чтобы оно все само. Нет, только мы сами берем свою жизнь и вот так ее строим. И да, у нас в конце недели под как раз-таки новолуние у нас включается потрясающий аспект Марса с Плутоном. Это квадратура, когда все само, то есть сами наступают на пятки только проблемы. Если мы никак их не решаем, если мы прекрасно понимаем, что у нас эта ситуация в конце месяца ждет нас, да, тогда мы сейчас это все делаем. Потрясающая, кстати, неделя для того, чтобы решать все свои проблемы. Финансовые, долговые, проблемы в отношениях, договариваться, урегулировать. Даже если вам показалось, что вы сделали максимум и все сказали, знаете, что если до сих пор ситуация ваша не решилась, значит, вы не доделали, значит, где-то побоялись сказать, намекнуть, уточнить, повторить, переспросить. Мы очень часто стесняемся на ровном месте, там, где не надо, потому что думаем, что нас осудят. Переспросите. И нет ничего в этом зазорного. Поймите, что если человек неадекват, то вам, возможно, реально с ним уже больше не по пути, и нужно расставаться. И это тоже нормальная история, потому что когда у нас на небе включен аспект Венера в квадратуре с Ураном, то нам могут быть не просто нестандартные ситуации попадаться, а еще и неадекватные люди. И здесь нужно просто сохранять самообладание, не становиться такими же неадекватными. То есть я здесь про вот это. И если вы собрались в отношениях делать что-то неадекватное, тогда будут ссоры, скорее всего, и скандалы на этой почве. Поэтому будьте аккуратны. Отношения как и личные, так и деловые, рабочие, потому что Уран у нас отвечает за работу, за карьеру, за будущее. Венера у нас отвечает за любовные отношения и за финансы в том числе, да, за отношения в обществе. Поэтому здесь история может быть, как говорится, у кого где тонко, там и рвется, да, то есть здесь вот такая история, ребят, понимаете. Но если мы со своими страхами боремся, переживаем, то у нас на небе при этом включен потрясающий аспект. Это Юпитер с Лилит. То есть, когда мы со своими страхами, ну, то есть мы их перемалываем, мы понимаем, не страшно это спросить, не страшно это решить, не страшно это сделать, то у нас открываются возможности, конечно, переезда, роста, новые знания,
новые знакомства, масштаб, нам открывается история масштабирования, то есть больше понимания мудрости в этой жизни, и нам становится этот мир еще более понятен, да. То есть мы же, как правило, всегда только свою такую историю жизни хотим видеть, но есть и другая точка зрения. И как раз-таки на этой неделе мы увидим очень много других точек зрения. И если говорить по каждому дню, то поехали. У нас понедельник, говорила уже, что день такой достаточно напряженный, такой же по интенсивности, как и в воскресенье. То есть если вы в воскресенье отдыхали и вы были как-то ограничены в работе, то есть у вас не было каких-то таких договорных отношений, то есть вы были прям вот в релаксе, да, то есть у вас тут работал аспект Луна-Нептун, то здесь спокойно на работе в понедельник 15 числа будет, конечно же, на максимуме работать Луна, Сатурн, и он именно на расходящем аспекте хорошо себя проявляет. Профессионализм, умение стоять на своем, держаться, иметь хватку, выгрызать, возможно, свою ситуацию, но так сухо, знаете, без каких-либо эмоций. Это нормально. Распадается с понедельника квадратура Юпитера с Марсом, и это момент, когда мы будем более трезво смотреть на ситуацию, более зрело. Я не скажу, что это плохо, это хорошо. В понедельник Луна у нас в Раке. Вообще считается, что когда Луна в Раке, это потрясающий момент для любых начинаний. Начинайте нечто новое, но в силу оставшихся прошлых дел, скорее всего, у вас этот момент немножко отложится до начала следующей недели, с 22 сентября. Вторник, 16 сентября, хорошее время, Луна также в Раке, при этом в секстиле с Солнцем, с Меркурием, в соединении с Юпитером, в трине с Лилит. И здесь вот если мы в своих страхах не пасовали, то здесь как раз-таки хорошее время наступает для наших всех возможностей, плюшек, прихода финансов, прихода тех людей в нашу жизнь. Постарайтесь во вторник максимально коммуницировать. Потрясающий день, 16 сентября. Очень хороший день. Те самые люди будут попадаться. Конечно, уже начинает складываться Венера с Ураном, да, но еще не точная все-таки квадратура. Поэтому здесь будьте не напряжены, будьте расслаблены, но при этом старайтесь в этом расслабленном состоянии решать очень много вопросов. Понимаете, что если сейчас как-то это случилась ситуация, она не фатальна. Это для того, чтобы поднять вас как раз-таки на новый уровень, чтобы вы эту ситуацию просто уладили и решили, здесь договорились, там смогли, здесь было хорошо. В любовных отношениях я не скажу, что какой-то плохой день. Нет, день прекрасный, день хороший, спокойный, с семьей уладить конфликты в том числе. Вторник хороший день, чтобы мирно договориться. Если в понедельник надо рвать и метать, стоять на своем, не отступать от своей точки зрения, но при этом тоже лояльно, потому что Луна-то у нас в Раке, и здесь, если мы будем прям-таки пробивать, да, идти на рожон сами, не получится. Здесь нужно лояльно, мирно, спокойно, но стоять твердо на своем. Вторник же, здесь твердости не нужно никакой, здесь наоборот нужно понимание, масштаб, адекватность, понимать, что если что-то не получается, получится в другой день. А вот среда это день больших нагрузок. И я здесь не побоюсь сказать, что Луна у нас будет в оппозиции с Плутоном. Это всегда максимальные желания, максимальные выгоды. Мы вообще максималисты в этот день, потому что Луна у нас переходит еще и во Льва, и в ближайшие 2,5 дня она будет находиться в знаке Льва. Когда нам хочется очень много, когда мы одеваем на себя корону, когда нам сложно эту корону снять, когда мы не любим разочаровываться, поэтому здесь берите по силам свои позиции, да. Если же у вас какое-то мероприятие, выступление, тоже хорошая история, потому что Лев – это знак зодиака публичности, выступлений, пиара в том числе. Ну и, конечно же, Луна будет у нас в среду в потрясающем трине с
Ураном, в трине с Солнцем, с Меркурием, хорошая история, в секстиле с Солнцем, с Меркурием, в трине с Сатурном и Нептуном. То есть хорошая история, даже брать высокие позиции, большой уровень, это среда 17 сентября. Здесь нельзя малодушничать. Как только мы вот так вот себя говорим, нам мало для жизни надо, так сразу наступают у нас расходы, траты, и мы понимаем, так, мы не можем просто хотеть мало. То есть здесь такой очень важный день, среда, когда нам нужно профессиональные истории, да, истории, связанные с недвижимостью, домом, да, потому что потрясающие аспекты с Сатурном, свидание, влюбленности, тоже хороший день. Велика вероятность встретить очень сильного человека, который всю жизнь будет ваш как личный психолог. Не очень любят все такие отношения, когда партнер всегда, то есть дает нам такую почву для размышлений, когда надавливает нам на такие триггерные наши моменты, да, но это те отношения, в которых вы будете расти. Также будьте аккуратны в этот день, не будьте агрессивны. Потому что Луна будет в квадратуре с Марсом, и захочется быть агрессивными и со всеми ругаться. Это 16 вечер и 17 утро, первая половина дня. Поэтому здесь будьте не агрессивны. Просто понимайте, вы все-таки созрели для того, чтобы иметь нечто большее. И для того, чтобы что-то достичь, нужно много делать. Вот это осознание самое классное на среду 17 сентября. 18 сентября идем дальше. Луна во Льве. Луна во Льве, при этом без аспектов, просто во Льве, просто сияйте, просто красивый. Если у вас публичное выступление, выступайте, хороший для этого день. Если вы решили в любовных отношениях нечто интересное сделать, конечно же, Венера будет в секстиле с Марсом, хороший на самом деле период для этого. И здесь хочется сказать, что у нас финал недели пройдет под таким аспектом Венера в квадратуре с Ураном, и мы будем все ругаться, уходить в закат, но при этом Венера еще в добродушном аспекте с Марсом. То есть если мы понимаем свои роли, да, и они у нас как раз-таки вот начинаются со среды работать, то есть эти аспекты все складываться, если мы понимаем в отношениях свою роль, роль своего партнера, и если у нас здесь все в порядке в голове, тогда мы совсем справимся. Просто привносите нечто новое, интересное, праздники в свою личную жизнь, в свои отношения, и будет хорошо. Взаимопонимание, разговоры по душам. Венера в квадратуре с Ураном очень хорошо прорабатывается, когда вы начинаете друг к другу относиться как к лучшим друзьям. То есть, когда вы понимаете свою вторую половинку, вы можете поговорить как с лучшей подружкой, с лучшим другом. Сейчас скажут, это вообще неправильный формат отношений. Кто сказал? Кто сказал? Кому-то нужно именно только так отношения строить, потому что других вариантов нет. Вот такое сознание у человека. И здесь ничего не докажешь, что нужно быть замужем, что нужно иметь главную роль в отношениях или второстепенную. Кому-то нужно быть на равных. Нет стопроцентного однозначного канона, как жить в браке. Нет. То есть вы можете сколько угодно смотреть социальные сети и говорить, нужно именно вот так. Ребята, нет такого. Каждое отношение строится на тех эмоциях и состояниях, какие там находятся партнеры, да, то есть что важно для вас. И если вам в отношениях нужно как раз-таки это взаимопонимание, то эта неделя, финал вот этой недели, как раз-таки то самое, когда нужно выстраивать вот эти доверительные отношения, дружеские моменты, когда вы максимально друг друга понимаете. Поняли, о чем я говорю, да? То есть также хорошее время для тусовок, можно так сказать, да, но здесь главное с этим не переборщить, потому что все-таки могут возникнуть разрывы в отношениях. Будьте с этим аккуратными. Еще раз хочу сказать, что договорная история, умение договориться, не договорная история, умение договориться, решить все, сказать нужные слова, это важный ключик к успеху на этой неделе.
И да, 18 сентября, четверг, день, я не скажу, что какой-то супер напряженный, но за ним наступает напряженный достаточно день, когда Луна у нас в соединении с Венерой, в квадратуре, все это добро с Ураном, то есть когда мы можем себя вести немножко неадекватно, когда мы можем вспылить, когда мы можем начать рушить отношения, когда, например, мы не выдерживаем какую-то позицию, да, все это в силу наших неумений договориться опять же, потому что у нас Луна переходит в Деву, Венера уже в Деве, и здесь складываются такие очень интересные кармические аспекты их называют, да, очень редко про них астрологи говорят. То есть, кто меня смотрит из астрологов, это квинконс аспекты, я еще про такое не говорила, да, то есть в обычных гороскопах. То есть это потаенная черта вот этой вершины айсберга. Я вот о чем хочу сказать. И здесь наша сила воли, наша стабильность, наши эмоции ведут к нашим непережитым эмоциям в отношениях, когда мы не можем договориться. Ключ к этому можно найти в отношениях с женщинами, с мамой, в бывших отношениях любовных. То есть если вы мужчина, смотрите меня и не понимаете, почему у вас в любовных отношениях не складываются истории, посмотрите на свои прошлые любовные отношения, как они начинались и как заканчивались, ваши ожидания от этих отношений, что вы хотели достичь в этих отношениях, были ли вы честны, потому что честолюбие – это та самая история, которая будет очень важна. Здесь очень много иллюзий замешано в том числе, потому что Нептун не отступает просто от Сатурна, понимаете. Убираем иллюзии, смотрим трезво на свои отношения, потому что 10-м домом, в том числе, который отвечает за брак, за стабильность, за социальную реализацию, а когда у нас есть брачные отношения, это новый социальный статус, хотим ли мы этого или не хотим. Можно прикрываться брачными договорами, которые идут по 7-му дому, но я вам про 10-й, ребята. Это новый социальный статус, и там не Нептун главный, там Сатурн главный, да, это сейчас все козероги меня сейчас так и понимают, да, но кроме тех, у кого Уран там очень сильно работает в натальных картах. То есть здесь ответственность, здесь честолюбие, здесь тот самый внутренний нрав, терпение, когда мы понимаем, то есть что нам даст этот новый социальный статус, да, то есть понимайте, да, мужчины, к чему вы идете, почему не получается построить отношения, которые вы хотите. Убирайте иллюзии, принимайте ответственность, идите вперед. И тогда будет, да, новый уровень. Тогда будет та мощь и та страсть в этих отношениях. Если вы женщина, и у вас не строятся отношения с мужчинами, и либо с женщинами в том числе, да, то есть у вас нет подруг, очень хорошая история, покопаться в своих отношениях с мамой, с детства, как вы строили отношения с сестрами, с подругами. Были ли они у вас вообще? Умеете ли вы вообще здесь дружить? Такая очень важная история для женщин. Какие у вас отношения с мамой? То есть насколько вы ее любите или наоборот вы отстранены? Это такой очень честный вопрос, без иллюзий. Потому что если у вас позиция, что я умнее моей мамы, а мама-то, понятное дело, что в 2 раза больше прожила и жизнь-то видела разную, да. Здесь немножко такой момент завышенной гордыни. И если вот здесь вот с этим разобраться и прям реально трезво посмотреть на свою жизнь и понять, что так я-то убираю в своей жизни все те ситуации, которые я не хочу разбираться, поэтому у меня нет подруг, у меня нет мамы, у меня нет отношений, мужчин, и мне тогда так хорошо. То есть я как бы не проживаю все эти уроки в жизни, которые мне нужно пройти, и я не иду ко всем этим кармическим вопросикам. То есть результаты моих прошлых действий я никак сейчас не, ну, не прорабатываю, можно это так сказать, да, то есть я их не отыгрываю, то есть я как личность не расту. Сейчас можете мне сколько угодно закидать помидорами, но мы здесь все личности, просто зависит от масштаба личности. Масштаб попроще или посильнее, да, то есть все зависит от того, с каким взаимодействием мы каждый день сталкиваемся. И вот как раз-таки 19 сентября – это момент, который очень сильно даст по нашей гордыне, по нашему самолюбию. И если мы умеем с этим разбираться, мы справимся. И я всегда вот
за то, что мы, конечно же, справимся. Ребята, у нас что, какие-то другие варианты есть? Нет их. Идем дальше. 20 сентября, это суббота. Луна откатывается от Венеры, то есть если максимально в пятницу позадавать себе вопросики, то суббота уже такая более рациональная, более понятная. Не чудите в отношениях, не выходите в закат. Аспекты Луна в Деве, просто Луна в Деве. Никаких больше эмоций, событий, не переживаний. Но все-таки следующий момент, который у нас такой очень важный. При этом у нас в субботу Меркурий в потрясающем, хочу сказать, на трине с Плутоном и с Ураном. То есть это такой момент коммуникации. То есть если всю эту неделю, опять же, да, я повторюсь, потому что сейчас буду заканчивать эту неделю, да, описание. То есть у нас всю эту неделю Меркурий стоит в точном трине с Ураном и с Плутоном. То есть мы все можем договориться, да, только осознание этого придет в субботу, да, когда вот уйдет вот это какое-то напряжение, все, да, и мы в субботу, воскресенье уже будем размышлять о другом, да, то есть у нас такое под конец недели придет осознание, что мы же могли все сделать совершенно по-другому, еще красивее, еще лучше, да, то есть кто до конца досмотрит этот гороскоп, подумает, ну ведь правда. И если вот в каждом сложном моменте этой недели понимать, что мы реально могли бы вернуться назад и сделать еще лучше. Так давайте же с начала этой недели делать вот прям красиво, делать вот прям на ура свой реальный максимум, чтобы по истечении недели и этого коридора затмения сказать себе, да мы просто огонь, мы просто невероятно справились, потому что 21 сентября, конец недели, да, то есть если я вечер включу, уже вот там, ну давайте я включу на Москву, да, середина планеты, можно сказать. Ладно, ладно, не ворчите. Лондон могу включить, тоже близко, да, то есть если по Гринвичу. Так вот, если включить, да, у нас финал недели, заканчивается коридор затмений. Если мы убираем эмоции, да, если мы, опять же, трезво, приземленно, рационально смотрим, что мы могли бы не чудить, мы могли бы еще красивее разобраться в своих делах, могли бы в уровень на недвижимость повыше стать, да, могли бы вообще в эту историю вписаться, да, могли бы работу себе выбрать, да, чуточку посложнее, да, но нам бы там было безумно интересно. Мы могли бы со всеми договориться, в любовных отношениях не поругаться, а наоборот сказать, что нам хочется и как нам хочется выслушать партнера, да. То есть здесь история больших начал, да, нового уровня, да. В воскресенье становится точная квадратура у нас Марса с Плутоном. Марс-Плутон – это аспект силы, когда мы либо начинаем строить себя, строить бизнес, строить финансовую историю очень сильно, мощно, амбициозно, продуктивно, да, либо мы, как правило, разрушаем отношения, потому что у нас здесь ось весы водолей, это воздух, это связи, это контакты, это люди. И если здесь мы максимально охватываем своей деятельностью масштаб, да, в масштаб коммуникации, да, тогда, конечно же, мы выходим на новый уровень. Если мы стесняемся, то мы, как правило, недовольны, как правило, ворчим, упрекаем всех близких, что вот как-то вот если бы не семья, то я бы много достиг, если бы там не дети, если бы не ссоры дома, у меня было бы другое состояние. Мы можем все на этой неделе немножечко вот так, знаете, вот красиво взять и там сказать, договориться. И причем это сделать не в агрессивном ключе, а эту силу свою внутреннюю вот так сублимировать, поднять и оставить, реально конвертировать это в деньги, конвертировать это в продуктивность, то есть в улучшение качества жизни. Финансовое, да, материальное благополучие, здесь недвижимость однозначно, да, покупка автомобиля, покупка хорошей квартиры или дома для кого-то. Очень хорошая история покупка дома, квартиры. Вообще, ребят, осенью буду сейчас рассказывать осенние гороскопы, кому это зайдет, кому нет, потому что есть прямо такие знаки зодиака, кому нужно в эту историю вписаться. Не потому что потом не получится, потом будет сложнее, потом не будет всех тех аспектов, на которых мы с вами живем уже год-полтора, понимаете, о чем я говорю? Но мы уже эту сложность как бы понимаем, мы уже с этим встречались, мы уже думаем, так, нам здесь уже как минимум не страшно. Здесь нужно как бы уже просто решаться, не решать, а решаться.
То есть вот такая история окончания коридора затмений. Ничего фатального, просто мы свои эмоции направляем в нужное русло, и у нас с этим все будет хорошо. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели этот гороскоп до конца. Следом за ним осенние гороскопы нового уровня для каждого знака зодиака. Я благодарю вас за доверие. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Ну или встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока.